Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы находимся с вами в районе Сокольников. И посмотрите, у нас теплая компания. Александр. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Валентина Ивановна. Здравствуйте. И мы сейчас идем в Муму. Как говорится, что-нибудь там закажем, что Бог послал. Да. Что вкусненького приготовили? Многие прям переживают, а где Александр, где Александр? Вот он. Александр в соседней комнате торт доедает. Ну и сейчас пойдем в Муму. Много вопросов накопилось у нас и к Валентине Ивановне, и в основном к Александру. Хотят или хочет знать, где, с кем и когда Александр родился, вырос. Я это имел в виду. Ну, спускайтесь. Он любезно согласился ответить на некоторые вопросы. Ну, а что из этого выйдет, мы сейчас с вами посмотрим. Вот Валентина Ивановна потихонечку шагает. Мы решили сегодня сменить дислокацию и вот в Муму зайти. Давно мы здесь не были. Посмотрим, что к чему и почем. Девушка, подождите, я дверь вам открою. Да, Саня критику воспринял, да? Проходите. Так, ну вот мы здесь прохладненько, хорошо. Сейчас местечко где-нибудь займем и будем выбирать что-нибудь. Так. Ну, куда будем приземляться? О, здесь блюда. Посмотрим, что здесь есть. Сейчас куда-нибудь. Вон туда, может, Валентина Ивановна. Валентина Ивановна. А вон в уголок туда. Там хорошо. В уголок, чтобы никто не уволок. Вот сюда. А, сейчас уберу здесь, и мы приземлимся. Так, ну что, решили мы заказать сейчас что-нибудь. Вот Валентина Ивановна там пошла, Саня уже там за подносами пошел. А я вот с другой стороны иду. Сейчас посмотрим. Бери два, Саш, подноса. Что ты один? Вилки, ложки. Так, важная информация. Вилки, ложки куда? Молоко, мед, нафиг. Так, Все, я взял два, вы куда еще? Валентина Ивановна, вон, Селедочку. винегрет с селедочкой будем? Ну, наверное, возьму. Ну, бери. Это самые нейтральные, что можно. Один возьмем или два? Или Два на три? троих нам хватит. Хватит два на троих? Да, хватит на троих, да, хватит. Да, Сейчас. всё. Вот я капустку еще возьму. Ну давай, все тогда вообще сверх хватит. О, тогда еще один поднос, наверное, надо. Двигаемся, двигайте, Валентина Ивановна. Так, что у нас здесь? Супы. Муму, салат оливье, Нет, супы. цезарь. Супы не будем, да, Валентина Ивановна? Так, что здесь у нас? Горячие блюда, давайте. Картофель жареный с грибами, куриные крылья жареные, сырные палочки, говядина жареная, куриные ладуши, жульен, шашлык из курицы. Так, ну идите так вот живьем смотрите, Валентина Ивановна. О, красота какая. Это шашлык из курицы, да? А, шашлык свиной, грузинский. О. Это вот у вас свиной шашлык, да? А, вот он один. А тут курица. Будешь, да? Заказывай. А вот это что такое? Это рыбный биточек. Рыбные биточки, Валентина Ивановна, не? Говорите, кто чего. А давайте мне картофельное пюре и вот это. А вот то что? Это рыба под медовым горчичным. А, тоже Рыба по чем? под медовым горчичным. О, я возьму себе. Да. А я мне... Что ты берешь? Вон там котлета у вас. Вот котлета вон там. Давайте котлету. А котлета какая? Куриная. А, куриная. Какой ты Так. котлету взял, Саша? Куриную. Валентина Ивановна, вы что будете? Так, мне картошку и вот эту рыбу, как вы ее назвали? Под соусом медово-горчичным или тартар? Под горчичным давайте. О, Да, вот это. красота, будем пробовать. Валентина Ивановна, вы решили, что будет? Здесь крылья куриные. Не хочу. Говорите. Так, а рис с чем? С овощами. С овощами рис. Дайте мне рис с овощами. Давайте, а что-нибудь еще? А вот это куриный? Да, вот куриные котлеты.
Тогда и куриные котлеты. Не хочу вообще. И так уже набрали выше. Да 300. прям набрали. Да, куриные. Вот это. Все. Может, овощей еще возьмем одну тарелочку? Хватит. Хватит? А как здесь? Ну, пока хватит. Спасибо. Хотим, возьмем. Так, двигайтесь, Валентина Ивановна. Здесь что у нас? Завтраки. Так, Здесь квас. холодненькое что-нибудь, не? Вот квас. Квас? Ну, выбирайте Ну, когда я сами. посмотрю, Валентина, ну подойдите, чтобы я не ударил. О, холодный. Слышь, Одной хватит нам или две Хватит. возьмем? Хватит. две давайте. Давайте две. А прям холодный. Холодный, все. Так. О, сладенького ничего, Сань? Не, сладенького нет. А? Нет. Валентина Ивановна, вы что за всех отвечаете? Я А я его у Са- не у даю. Сашки спрашиваю. Не даю. Сашка не хочет сладкое, я не хочу сладкое. Так, а что пить-то будем? А, мы взяли. Мы взяли. Так, надо стаканы не забыть. Стаканы нам дадут. Чай, что такое, кофе? Нет, сейчас жалко. Квас. Квас взяли? Ну, без всяких сладостей. Иван чай, боже мой. Иван чай. А вот лимончик, Валентина, вот Да, эти, не? Иван чай, не. Мы уже все взяли. Иван чай. Двигайтесь ближе. А пиво есть, Валентина Ивановна? А? Пиво есть. Пиво хорошо. Не? Ну, мы взяли. Мы можем отнести обратно. Давай лучше пиво. Сейчас Сашка придет. Сань, Нет. нет? Он слышал, что мы говорили. Да, пива нет. Пива нет, значит. Мы сегодня по квасу. По квасу сегодня. Давайте будем культурные. Ну, А давай. кто пьет пиво некультурное? Ну хватит, вы уже пили без меня один раз. Будьте тогда. Ну вот хотим с тобой. А мы с тобой хотим разливное. пиво. Не хочу, не хочу. Ну, Пиво класс не будем. хочет, Ну пить, ладно. пьем чай. Может и к Класс. лучшему. Класс. Все будем он холодненький. Трапезный, Называется трапезный. Яхон, квас трапезный. Это из церкви. Продукт живого выражения. О, Я вам сегодня расскажу по телевидению о квасе рассказывала. да, вот видите, как сон в руку, Валентина Да, Ивановна. сегодня квас сказали. А где салфетки? Сказали, я уже принесла. Добрый вечер. Здесь нет. Так, считайте нам все вместе. Вот такое. А, вон, вот да. здесь, ага. А я для этого хочу. А, ты вытираешь? Хорошо. Чего это такое у тебя, не пойму. Рыба, Какая-то говорят, рыба в медовом соусе. Ой, Попробуем. какой кошмар. Значит, сделайте не кошмар нам. Сделаю. Сделаем, Все, Валентина следующее у Ивановна. нас блюдо рыба. Следующий у нас борщ от тебя должен А, быть. да? Итого? Все, то можно уносить? Все, я понял. Нет, Валентина Ивановна, вы еще нет. А, Валентина Ивановна, подождите, вы уже убегаете. Рис, котлета такая же, куриная. Так, о. Валентина Ивановна затарилась. А как же, салфетки нам нужны. Я уже взял. А стаканчики под это. А, стаканы нам под класс. Стаканчики под класс. Я вам выйти. На 2. Держи. А, еще раз. Хорошо. И 3 стаканчика еще. 2000 сейчас А, да. дадим. Так, ну вот рассчитались, пришли, вот сколько мы набрали. Посмотрите, вот и 2 винегрета, капуста. Ну и второй. Всего вышло 2600 с чем-то рублей. И после 4 часов по социальной карте москвича 20% скидка. Вот Валентина Ивановна приложила, и минус 20%. Всего получилось у нас вот это все 2080 рублей. Замечательно. Ждем Саню и... Ну, пока разливайте, Валентина Ивановна. Давайте Я я не открою. умею. Открывать не умеете? Да. Железки ко мне отношения не Вот, имеют. все.
кваску холодненького, а то на улице 30-ник, Ужасно, да. И мы сегодня, в общем-то, ну, себя не обделить. отпрыгались, да. А, достала салфетки еще. Так, Сашка сейчас придет, а я пока на штатив поставлю. Ну, все вроде заказали, все вам рассказал, показал. Ну и вот мы квасом. Со свиданницем. Да, вот квасик. А то все подумают, что это пиво. Много вопросов. Нет, класс. Вкусный квас. Давайте, ваше здоровье. Да, холодный, хороший. Хорошо. На. Саш, ну расскажи нам, как Валентину Ивановну ты постриг. Ой, красиво прям. Тебе самому нравится? Мне да. Без начеса самое главное, что мы сделали. Ну, сегодня она немножко начесала. Она Нет, мне- потому что я спала ведь это с пятницы. А сегодня уже воскресенье. Да. А причем я сплю, ничего на себя не одеваю, головой по подушке кручу. У меня, то есть я не жалею, а я все сохранила. Ты когда я начесал, Саш, Валентина Ивановна мне позвонила. Я говорю, ну все, теперь говорю, спать будете стоя. Как лошадь. Ну, почему? Я говорю, что прическа не испортил. Там на плойку так накручивается вверх, до определенного уровня. И просто расческа аккуратно. А что вы не едите? Я Ну и селёдку- как, ты попробовал селедку? Кстати? Я вкусная. попробовала. Хорошая? А мы же брали как-то. Нет, Брали? Мы здесь брали селедку. один раз была плохая, была вымученная, а сегодня нормальная. Селедка была нормальная. Я просто винегрет не ем, а селедку выбираю. Да. Видите, какой привередливый у Не нас соскучишься. Александр. Но я винегрет, правда, не ем. Ну, с этого, Саш, Всегда выбираю селедку. Ну, с ютуба ссылка идет народ к тебе? потихоньку, да. Потихоньку или нормально? Нет, потихоньку. Не прям это как его. Очередь, да? Они пишут, кто-то из Москвы, позавчера из Питера приезжала. Она живет то в Москве, то в Питере, но большинство живет в Питере из-за мужа. Женщина, очень приятно. Привет вам передавали. Вообще все Спасибо. клиенты, кто стригутся, передавай Валентине Ивановне привет. Я говорю, хорошо, передам. Ну, сегодня Валентина Ивановна у нас прям на расхват была. Да. Она всегда на расхват. Как котлеты, Саш? Вкусная. Куриные? Да. У меня рыба, я, наверное, погорячился с Ну ней. и как у тебя? Ничего? Мягкие. Ну, А нет, котлета вкусная. Хочешь Я там правда, попробовать? вот Да. это не пойму, что это такое. Сало? Игорь, на, возьми, попробуй. Вкусно. Котлету? ну у меня. Да мне много, половины. Да бери его, все. Давай вот так. Ты у меня Не, бери. вкусная, Ты у меня бери. Как что-то не получилось. Вкусно. А ты попробуй рыбу. Вот это, да? Ну, Сейчас я скажу. только честно говори. Она сухая. Да. И не поймешь, какая она. Давай верну назад. Не надо. Кого? Рыбу. Не надо. Я уже надкусил ее, Валентина Ивановна. Это не имеет значения. Она Как у вас нога, Валентина Ивановна, после вот этого? Нога моя в процессе. Не, ну болит, сегодня на Нет, танцах были. боль ушла. Некоторые такое, ну, не беспокойство есть. Жду вторника, когда пойду к врачу, потому что рентген готов в понедельник. И что будут решать дальше? Будет операция, не будет операции, каким путем, не знаю. Что значит операция? Какая операция? А киста? Кисту же убирать надо. А, это подколенная его или где она? Я только обнаружили А где, где? под коленкой. Под коленкой. А ее как, вырезать надо или что? Кто как говорит? У кого с помощью каких-то шприцов отсасывают жидкость. А, Все зависит от того, что покажет рентген, сколько у меня поражено. а вы чувствуете там что-то, что Нет, у вас есть? Нет, нет, Нет? Ничего нет. не чувствуете? Мгм. Ну или операция.
На операцию я буду искать опять по сарафанному радио специалиста. Это так, как я делала глаза. Валентина Ивановна, вы у нас хотите интервьюером побывать? Где? Интервьюером Запросто. у Александра интервью взять, потому что много пишут, Игорь, организуй встречу и расскажите, пусть Саша расскажет о себе. Как я говорю, где, когда, с кем, почему, зачем. Уж Сашенька возьму с удовольствием. Ну, сначала давайте прожуем немножко. Да. Сашуль, А, ты объясни ты мне по-русски. ну, Когда в жизни котлету резали ножом? я режу ножом. А что, не режут это? Никогда. Не знаю. Если честно, первый раз слышу. Я тоже. Ну, наверное, А с чем связано это? Нет, с этикетом. А как котлету? Я Вот, просто вот котлы вот, ломают и все. Да. Если честно, первый раз слышу. Да, А ты? тоже. Котлеты. С сухарями первый раз слышу. Обычно котлеты, да, ножом ломали. Я всегда резал. И я на хлеб клал и вот так ел. Я только первый раз слышу. Валентина Ивановна научит А нас. хорошо, если королеве бы Елизавете II принесли бы котлету, бы она бы ножом бы вырезала бы? Нет. Руками ела бы? Вилочкой. На нее немножко. Все, на все вилочкой. Ну, Елизавета по-другому себя вела бы на самом деле. И мы бы это не узнали бы. Ну, Ну, давайте со свиданницем. Сейчас выберем и начнем с Таней мучить вопросами, да? ага. Первый голову тут олили. Ну, квас, наверное, мало кваса, надо было еще одну баночку взять, да? Сколько там, 0,33, да? 0,5. Даже трое пьют. 0,5 разве? Конечно. 0,5, но квас 0,5. Так, ну что? Саня, вот У сейчас. нас появилась новая журналистка. Да. Иванова Валентина Валентина Ивановна. А, Семенова. Семенова. Семенова Валентина Ивановна. Господи, Не извиняюсь. меняй мне фамилию, я уже один раз Ну мы это меняла. вырежем, ладно, не переживайте. Не будем вырезать. Да, оставим Мы- как есть. Без копир. Ну, Саш, давай начнем с тебя. И закончим тобой. О, Ну, начинайте. Расскажи, ну я первый вопрос задам. давай. Расскажи, где ты родился, какого числа, какого года, где, как. Ой, я родился 16 ноября. Это кто ты по гороскопу? Скорпион. Ну, я очень хороший скорпион, на самом деле. Ой. Все говорят, что я не похож на этот знак. Не надо вот это делать. Ох! Скорпион есть скорпион. А родился на улице, в роддоме на улице Муджи Джамиля. В Это каком Красногвардейская. В 1979 году. В 9. 16 ноября в 9 вечера. Я даже узнал, во сколько я родился. В 9 вечера. Потом я попал, ну в каком году я попал в детский дом в город Пушкино, я не знаю. Потому что Московской я области. был в Московской области, в город Пушкино, там был детский дом Ну, номер 2. естественно, ты не помнишь, почему ты попал туда. Нет, конечно. Ну, мать отказалась, и все, и отказалась. Да? А отец? Я не знаю, где он, но где-то в могиле лежит. Ну, ты его ни разу и не видел, да? Нет, он умер в 2000 каком-то году. Если вопросы не тактичные, Сань, Не, нормально. ты просто нормально. говори, я не буду на это Да отвечать. нормально, Ну, понятно. все, нормально. А то А может, в каком? Отец умер, я даже его и не знал, он умер и лежит на кладбище, лежит. Сашенька, до какого А года отчество ты у жил тебя с с- мамой? Подождите, Ни, Валентина. ни до какого. А отчество у тебя? Сразу? С какой мамой я жил? Она родила и выкинула. И сразу отдала Отдала тебя в детский Всё, дом. вопросов А нет. отчество как у тебя? Сергеевич. Это по отцу или, По отцу. или вы вымышлены? Нет, по отцу. По отцу, да? Его Сергей звали, да? Отца. По отцу. А ты маму видел? Вот? Да, я нашел ее в 29 Поэтому лет. и говорю, 29 только нашел. А как нашел? Через друзей я нашел. Ну, тогда уже социальные сети, наверное, были. Нет, Не, еще не было. Были, Тогда было были. намного Я не труднее. знал, даже фамилию поменяла, поэтому я же не знал.
Или что ты нашел и как встретились? Мы, если Или не тебе встречались? встретились, мы же общаемся. А, сейчас общаетесь. Я добрый человек, я не могу злиться. Ну, А- Родила, дала, ну, господи, слава богу, я жив. Не выбросила. Немножко нетактичный вопрос. А она объяснила тебе, почему она тебя отдала? Ты не спрашивал? Сказала, что типа отчим, там кто-то отказались за нее. Просто я не понимаю, как это бывает, да, и никогда, наверное, не пойму. И говорит, самое главное, что правду никогда я не узнаю. Ну да. Правду ты не узнаешь. Нет, это никогда. понятно. Что она-то говорила? Ничего. Я показал, у меня было отказное письмо матери. У тебя меня- было такое письмо? Ну, я его, сконтузил. Украл? Ну, как, нет, сконтузил. Нашел. Не, мне дали дело, наши дела, и мне надо было это дело отнести в военкомат. Но что мне надо было сделать? Мне Это надо там было не- взять его, пойти отсканировать и засунуть прочитать, себе. и Да, и прочитать. прочитать. Мне было интересно. Ну, конечно, интересно. И ты знаешь, мне было очень интересно, почему, что там было такое написано, что я даже говорить об этом не хочу. Ну, Но это и- было написано не из лучших вариантов жизни, на самом деле. Я никак... Вернемся немножко назад. Вот я по порядочку. С какого момента ты вот уже начал помнить свою... С 5 лет. С 5 лет. Ну, вот давай из 5 лет. С 4-5 лет. Ну, давай из 5 лет. и Когда нас расскажи. воспитатели пугали этими заводными игрушками, мышками, крышками. Ну, вот Ой, это с 5 вообще- лет и рассказывай. С 5 лет, в 6 лет нас отвезли. Подожди, а в каком детдоме ты был? 5 лет. Я был в детском доме. В каком? Доме номер 2. Где? в Город Москве? Пушкина. А, город Пушкин. Я просто спросил, Город с Пушкина. какого, со скольких лет он помнит свою жизнь. Этого детского дома не существует уже. Его закрыли в городе Пушкино. И он сейчас находится в Москве. Мы ездили еще давно, много лет назад. Мы ездили в этот детский дом. Он находится в метро где-то юго-западный туда. Но мы решили просто съездить. Я видел воспитательницу, которая... Ну, когда я она был там, маленький. кстати. Или это не Нет, та? нет, это другая. Я говорю, в детском доме, который, когда я был маленький. Маленькая, это И маленькая. до совершеннолетия ты в нем был, Да. да? До 18 лет. До 16. У нас 18 лет. До 16, да? Подожди, все время пишут до 18. До 16. Это сейчас до 18. Ну, до 16. Законы меняются всегда. Ну, До 16 и лет в ты- 16 лет ты получил паспорт в 14 лет. Ну, И дальше. я хочу рассказать, вы меня Да. спрашиваете, не дайте мне договорить одно и перепрыгиваете на сразу А, на другое. хорошо. Поэтому это Все, давай по тяжело даже порядку. на те же вопросы отвечать. Да, давай. Я сначала на одно отвечу, потом отвечу, Давай. я перепрыгну на другое. Вот Давай. это. Вот, с детского дома нас привезли в школу-интернат. Это разные вещи. Детский дом — это дети, которые с люлек, с маленьких лет, они оттуда, и потом вернуть в школу. И как раз нас привезли на госпитальный вал. В Москву. Да, в Москву. Ну, я даже москвич коренной. Меня не могли оставить в детском доме Московской области, потому что где родился, А, там кстати, а и почему тебя пригодился. отправили в Пушкино? Что, в Москве мест не было? Ну, наверное, я не знаю, Ну, в чьи да, года, конечно. что Там, там было. наверное, был дом малютки, самый маленький, Да, наверное. наверное, в 79-х Да, годах да, я да. не знаю, что там Да, было. просто по возрасту брали. Так, Валентина Ивановна, не перебиваем. А детей Рассказывай. распределили, я это уже помню, все вообще. У нас в группе было 30 человек. Много. 30, да. В У вас детском была доме. смешанная группа И была? из 30 человек нас всех разделили, вообще большинство. Не, я имею в виду, группа смешанная была, мальчики и девочки? Да, да. И нас разделили. Кого-то отправили в один, другой детский дом, кого-то в другой детский дом. Ну так, но сказать подойти, чтобы я его вспомнил или кого-то вспомнил в те года, если ко мне подойти, я не вспомнил. Потому что это было, господи, не было, исполнилось 6 лет, я пришел в школу, мне уже 7 было, потому что в ноябре у меня день рождения. А в школе какой учился? От интерната или в обыкновенной школе? Нет, в школе-интернат, как его? Свои классы Да, были, там да? мы жили и учились. Это сейчас сделали школу-интернат, что дети учатся в школах нормально и живут только в отдельных, ну, в доме вот этой школе. А вы прям в этом же доме и учились и жили? Сейчас такого нет. Сейчас уже
Да сейчас большинство пытается детских домов позакрывать, потому что это все. Кстати, как кормили в детдоме? Нормально? Еда хорошая была? Ну, когда прошлись 90-е, потом нормально все было. А до 90-х? О, кормили нормально, но все равно мы ели. Ну, что было, то и ели. Что государство выделяло, то и кушали. На самом деле... Игорь, я перебью. Вы вот знаете, Валентина Ивановна, вы же воспитывали. Нет, я потому что когда Сашенька стал говорить о школе-интернате, моя первая работа была Да. в школе-интернате для детей вот таких. Сирот только вы были Да. на 109-м детском доме, это улица Кирпичная. это Кирпичный разные дом вещи. 13. Да, Да. это Вот, ты разные. даже знаешь это. Да, Мы уже разговаривали на эту да, тему. да, все вместе. И я поэтому хочу сказать, Мы же в вот этом детском доме играли, извините, перебью, мы в этом детском доме играли, у нас ребята, девчонки играли в баскетбол, а ребята играли в футбол, соревновались. А потом там и драки были, а мы сидели и ржали, и вообще. но я тебе хочу сказать, я проработала там. Ну, и что вы хотели сказать, 4 Валентина? года. Я 4 года. Да нет, я не говорю, что проработала. плохо кормили, Нет. кормили хорошо. Да, вот я про кормежку хочу сказать. Нет, кормили хорошо. Да. Кормили так, что я просто удивлялась иногда, потому что нас, учителей, заставляли дежурить по кухне, и мы дежурили на кухне, и я смотрела за тем, Контролировали процесс. нет, мы да? даже не говорили, а просто смотрела, сколько кладут масла в кашу, сколько льют молоко в Ну, во всех кофе детских домах и так по-разному далее. было. У Нет. нас зависело от повара. У нас Да, первый да. повар был охрененный, который готовил хорошо, когда мы туда приехали. Потом одна повар пришла, то пьяная, то что-то перебила, да, там И такое. такое было? Это Да. ужасно, это ужасно. Да. Пьяный Ну, да, повар? да. Да, и она еду накладывала. Один раз там бывало, борщ пересолили или еще что-то. У нас такое бывало. Слушайте, а У вы нас как- даже бывало, что мы когда туда вообще приехали, нас вообще первые 3 года били. били? Да. Воспитатели? Нет. Я только- Выпускники, которые жили в детских домах. Кто постарше? Старше. То есть, ну, грубо говоря, как в армии, дедовщина у вас была? Да, да, да. И если ты вот пойдешь Нифига себе. пожалуешься, тебе на следующей ночь будет пипец. Ну, то есть, типа, ты стукач, да, там. Да. Ну, И а это- выпускники приходили, пьяные в жопу приходили. Вообще что-то. Блин, У а нас что только не творил. На самом деле, бывает, я вот там был в одной программе, и тоже говорят, вот вы говорите, врете, неправду. Ты была там, ты это видела, это ты вы- прожила там, одна мне депутатша сидит вот этим котелком. Я не дом, знаю, дом, как. дом на голове, да? Да. И говорит мне, я говорю, ты была там, ты это видела. Ты знаешь вообще это все? А реально это было? Да, это реально. Мы сидели вот так стенка, вот так подушкой, вот так сидели. Мы Это сколько вот тебе лет было? 6-7 лет. И вот в таком юном возрасте над вами издевались-то? Да. Старше? До 90-го года. А им издевались. сколько было? Ну, им было 15-16. Они вообще А. жили там. И они жили вообще там, пока им квартиры не давали. Но А большинство все спивались и превращались вообще. Ты вот это только рассказал, а я только хотел задать вопрос. Как вот воспитатели? Мужчины были воспитатели у вас? Нет, у нас был... Только женщины, У нас да? женщины были воспитатели. У нас потом, когда воспитатели... Ну, у нас были ночные воспитатели. Ночные как и дневные, ночные? это разные вещи. А, и Были ночью тоже были? Да. Да, разные. А что ночью делать? Вы спите ночью? Укладывать детей спать. Все равно воспитатели были? Да, конечно. Не только надо уложить, но каждого погладить. Да нас не подоткнуть- гладил никто. Подоткнуть, Это вы такая были. да, подоткнуть одеяло. Погладить. Нас вообще Да. никто не А гладил. Как, чисто формально относились к своим обязанностям? или- Но Были работа какие есть вот- работа. Нет, а вот были какие-то вот с любовью относились где-то? Может быть, были кто-то да, кому-то. Я Но тебе не не принимал. Я не принимал. Тебе не это. повезло. Я не принимал это. Почему? Мне почему должно повезти? Я просто это не принимал. Для меня и до сих пор, и до конца жизни, пока я жив, они все всегда будут чужие люди. Я никогда в жизни не называл, когда у нас учителя, там, классные руководители, там, воспитатели, когда вы это как его, мы ваши мамы, вы называете... Да никогда я это, потому что мое сердце было разбито уже в маленьком возрасте. Вот я не знаю, как у Валентины Ивановны в детском доме работал, но у нее детский дом шикарный, наверное. Но мы работали, где я учился, до 4 класса это было самое ужасное, что творилось в жизни.
Не, ну они Не нянечка поверьте, что была. назвать кого-то там, мам, когда они говорят, мы ваши мамы, то какие вы наши мамы? Нет, о маме Я речь... никогда не Нет, знаю. Саша, о маме речь не идет. А то, что дети тянулись... Я не тянулся. Ну, Да, я- у нас большинство тянулись. Но мне везло, меня любили вообще, я приходил, меня любили все. Я не знаю, почему так, что творилось. Я просто, у меня крестная, не знаю, жива сейчас, не жива. И меня просто любили как этого. Я не знаю, что происходило. А крестная И у все тебя- мне завидовали. Не из детского дома. Нет. Не из детского дома? Будем говорить так, с улицы, да? Да, с улицы женщина. Но мы потеряли А связь. как она? А? Не знаю, я даже дом не помню. Не, я имею в виду, а как она стала твоей крестной? Ну вот так вот пришла, и нас крестила 11 мальчиков, а потом там, нас один раз там у нас была от церкви, пришла женщина, вообще нас увезла, мне было 10, нам было 10 лет, нас увезла в Сергий Посад монастырь, где отчитывают людей. Детей, все вот отчитывают. Отчитывают Людей, это как? взрослых. Когда ты гавкаешь, когда ты там кукарекуешь. Вот есть церковь, где отчитывают людей, что из тебя выгоняют беса. Ох, И представляете? отчитывают. Отчитывают. И нас тогда повезли, представляешь, вот это. это еще Это Советский секта, Союз это был? секта. Или уже Россия была? Россия уже Это была. секта, это И секта. я тогда, помню, сбежал оттуда. Я не знаю, как я доехал до Москвы. Сбежал? С Сергия Посада я на Сумасшедший дом, С конечно. Сергия Посада на электричке я доехал до Москвы, Комсомольского вокзала. А оттуда я знал, как добраться, оттуда я знал, куда я в бассейн ходил, оттуда я знал, как добраться до школы обратно. И Так. тогда потом я директору школы рассказал, почему я сбежал. Кстати, а ты в школе хорошо учился? Или плохо? Где-то хорошо, где-то плохо, Где где-то хорошо? дурачился. Где хорошо? По математике учился. Какие оценки были, помню? Пятерки, четверки. Да? Ну, большинство пятерки. Алгебра. У А нас не- гуманитарный не любил. Не Не, любил. подожди. Нет. А я поняла, он гуманитарный. В школе была Я любил творчество. геометрия и алгебра. Геометрия. Ну, считать я очень хорошо умею, Не, поверь, умею. Но это алгебра, а геометрия это Математика. у нас рисовать. была. Алгебра, Рисовать я не геометрия, рисую. Математика тригонометрия. разделяется на две. Алгебра и рисование, геометрия. рисование у нас было, И я рисовал. тригонометрия. Нет, когда у нас было рисование, мы рисовали. У нас это называлось рисование. По русскому языку что у тебя было? Четверка, тройка. Трешка, чё ты заулыбался? трешка, Трёх- трешка была. Четверка, тройка. Трешка была. я Когда-то сразу была, нет, когда-то у меня была четверка, когда-то у меня была тройка. Как А по все литературе? нормально сделать? С ошибками писал? Когда? Ну вообще. Ну Если- где-то да. Потому что я у тебя спросил про русский язык, ты заулыбался. Трешка Да нет, потому что, натянутая нет, была. у нас потому что по-русскому была змея. когда Нет, я уже перевели. поняла, здесь гуманитарий и не папа. Пятерки были у тебя? Ну, я по математике. математике, По по музыке, по спорту бассейн ходил, была, по истории у меня было. Я историю очень любил. А, заниматься, да. Саш, тогда я была- закончил историю четверку. Оценка за поведение была. У тебя какая была? Двойка. Да, наверное. Неуд? Наверное. Там было всего две ут и неуд. Наверное, не знаю. Неуд. У него был неуд. Ну, У меня дальше. поведение было ужасное. Да? Я Я не не знаю. сомневаюсь. Абсолютно. Я мог... Почему вы не сомневаетесь? Да потому что Вот мы взгляд со стороны. Да, потому что мы разговариваем, он говорит о своем, и я говорю о своем, потому что ему не повезло. Понимаешь, ему не повезло. Он попал в такой детский дом, который вообще отличался какой-то формализмом, бездушием и так далее. И все же я проработала 4 года. они в основном такие Нет, были, Игорь, мне кажется. я проработала 4 года. И я видела, и у меня был... Валентина Ивановна, Вы кому, проработали- кому нужны чужие дети? Валентина Очень. Ивановна, давайте так говорим. Они не в том, что Нет. нужны. Ты понимаешь, ты неправильно поставишь вопрос чужие. Вот когда... Нет, это не вопрос, это Нет, даже не утверждение, я это тебе говорю, рассуждение. они не рассуждения, не чужие. Вот они мне дали мне 30 человек. Вы одна такая на миллион. 15 мальчиков, 15 девочек. Ну, потому что разные Понимаете? палаты были, конечно. Да, палаты разные, не в этом дело. Я на них смотрю, гляжу. Понимаешь, в чем дело? И не может человек нормальный относиться по-другому. Когда вот он знает, как укладывают спать. Всех в палату, все легли, одежду положили сюда, все сюда, и все. И вот тишина. Как в армии.
Да, как варят. И вот ты понимаешь, Это у них так. ну а вы еще В беситесь? детстве, Вы еще в бесились? детстве у нас, может быть, так и было. А дальше, когда мы пришли, взрослые были, Ну, взрослые, у нас нет. А вы подожди, взрослыми были, Саш? Режим был какой-то у вас там? Нет. Когда взрослые отбой? другие. Нет? Нет. Отбой был в 10. Ну, давай, Валентин Ивановна, дослушай. А взрослые, с какого ты почувствовал себя взрослым? Всегда. Всегда, у нее не Пардон, было. с какого возраста ты почувствовал Когда себя перешел в 5 класс. независимым? Потому что у нас, Все у нас- правильно. Потому что у Всё нас правильно. первый, Четвёртый. второй, четвертый, это второй этаж был. Да? А дальше все выше. Вот, все ты сказал правильно, все правильно. До 4 класса одно. Вы где с работали, 5 вам, другое. наверное, повезло, потому что на самом деле большинство детских домов по Москве были в те времена, где Тяжелые. детей Тяжелые. не любили никогда. Мы для людей, которые приходили, они приходили, просто работали и уходили. Ну, Нет, это, Валентина нет, Ивановна, вы нет, можете... нет, нет. Я поэтому эти У говорю, я меня, эту тему у меня был потому что коллектив, я была начинает... не одна. Я Ну, была вы- не одна. Да Коллектив вы меня нормальный. слышите? Я вам говорю, что у вас другой был детский дом. А по Москве детских домов, знаете, сколько таких? Много. Да. Вы не сравниваете свой детский дом, где вы работали, и где я жил. Часто воспитатели менялись, Саша? Да нет, кто оттуда уйдет, господи. Им зарплату платили, они и работали. Уйдут они. Ничего себе. Только верх Ничего себе постановка вопроса. Так, Да ладно. если мне бы не нравилось, неужели бы я работала? Ты что? Ну это Ну, вы наступило исключили. тебе 16 лет. Живу, работаю, учусь, живу, все. Сейчас Исполнилось тебе 16 лет. ну, Дальше. Выпускают. выпускают, прощаются с тобой Ну, пинками. И говорят тебе, ты к нам еще раз, ты к нам придешь. И я говорю, я к вам точно не приду. ну, 2 раза 16 лет не бывает. Нет, ну я Не, никогда. а если серьезно? Вот, Выпускает, идешь если- учиться в училище. Ну вот ты про себя Да, рассказывай. идешь Да. учиться в училище. Куда ты пошел, в какое училище? Я пошел, это как его, сборщик обуви. Это Поверх ПТУ? обуви. ПТУ тогда ПТУ еще? поверх обуви, кроме подошвы. И что это такое еще поподробнее? Обувь шить. И там учился. Да, кроме подошвы, я шел весь вверх. Еще научили тебя? Да, и что, я закончил синим дипломом. Ну, синий он у всех был. Нет, Не красный. нет, у нас, знаешь, как у нас было в училище? У нас был красный, был синий, был зеленый. А зеленый вообще считался, что все. Двоечники? А синие троечники, да? Нет. Красный это вообще отлично. Ну, это отлично. Но Синий. синий кое-что умеет. Нет. Почему хочешь? А сколько там учились? 2 года. 16 плюс 2, 18 лет стало. Потом меня Отучился призвали в военкомат. Я пришел, принес им бумажки, что я в детском доме учился. Мне сказали, придешь через 2 недели за военным билетом. Я и пришел. Потом я должен был, потом я поступил. А что, ни комиссии, ничего не проходил? Проходил, почему? Ну, комиссию как все, но вот, господи, что там ее проходить? И в 18 лет тебе выдали билет, да? Да, военный билет. Что годен ограничен военная военнослужащим. обязанность. Годен ограничен, когда будет война. А правда? Ну, даже представляете, война наступила, а я вообще теперь не годен. Ты вообще не годный. Правда говорят, что, ну не говорят, вот когда детдомовец выпускается, ему должны дать однокомнатную квартиру. Когда сейчас, да. А раньше не было такого? Нет, раньше. А где же вот тебя Раньше выдавали комнаты, квартиры не выдавали. Ну, хоть комнату давали, Ну да, но я потом, господи, там столько махинаций было. с этими комнатами? Больше. Да? Давайте вот эту тему я даже. Нет, тебе дали комнату? Ну там махинаций очень много было. Что потом мы судились, потом там она обманули нас, потом я работал, сам себе купил, потом я за другую судился. Игорь, там такая история. Но в итоге тебе не дали комнату? Или Дали, но там, я тебе говорю, у нас очень много 33 мошенничества. круга ада надо было пройти, да? Там все по-другому. Потому что все это не расскажешь. Вот я свою Не, историю ну, расскажу, понимаешь? А мне, людей- нам другая не нужна. Да, люди рассказывают там, ой, он врет, а другой говорит. Ты знаешь, сколько раньше работало большинство воспитателей здесь в детских домах, которые работали ради там, чтобы обмануть девочку какую-то. А что, и такие были, Да, ой, у нас в школе таких было дофига. Представляете, Ну, а их сирот обманывать, да? Но их уже в живых нету.
Дофига, говорит, таких людей было. Ну И ладно. воспитатели, которые под опеку тебя брали, чтобы ты это потом... Брат, и там был закон, что до 23 лет ты не имеешь, потом выпустили закон, что до 23 лет ты не имеешь права не продать ничего. Все. 18 лет тебе, стал совершеннолетним. Сходил в военкомат, получил военный билет. Учился уже в Дальше. училище. Учился в училище. В каком? Потом я учился на портного 2 года. Сначала ботинки шить, да, потом на Потом портного. одежду. Ну, сейчас все это надо, все это нужно. Нет. В первую очередь я ходил учиться тогда. А что ты смеешься? Это смешно. Ну даже Валентин Иванович меня смешит, так смотрит. Игорь, Не смотрите на него, Валентина Ивановна, смотрите на на меня. самом деле до 23 лет мы могли спокойно учиться. Потому что наше государство нам давало... Подожди, Саша, секунду. Мы с вами как договорились, Валентина Ивановна? Вы задаете умные вопросы Александру, а вы ему глазки строите, Нет, мешаете, я глазки не строю. мешаете ему отвечать на Нет, вопросы. я просто контролирую то, что Сашка говорит, и фильтрую, понимаешь, в чем дело? Даже если бы я в этой системе не была, то тогда было бы другое дело, это было бы просто праздное любопытство. А так как я была в этой системе, да, я просто смотрю, и Сашка правильно понимает, когда я на него смотрю. Нет, вы, Всё. Валентина Ивановна, вы были в другом детском доме. Я же Я про в что другом, говорю, да. что Ты про свой не говоришь. сравнивайте. Да, да. Я могу вам и про Да. другие рассказать, в которых мы были. Я говорю, да, Так, ну ладно, мы все отвлеклись. разное. Всё. Ну, 18 лет ты учился на портного. Да, потом в эти, как его, ты до 24 лет мог учиться в любом училище, хоть два, получить 2-3 профессии, если ты успеваешь 4. Это именно вот детдомовским такие льготы были, да? Да. А стипендию платили вам? Да, Хорошая стипендия? была? да. Ну, сколько в рублях, если помнишь? Господи. 2000 рублей. Я даже сейчас не вспомню. Ну, во всяком Ну, на случае, жизнь хватало. нормально, хватало. Хватало, во А, всяком да, случае, всё, тогда хватало. всё. Да. Хватало. И вот я один закончил, пойду в другой дурака поваляю, чтобы стипендию получать. А числить нас не могли. Они имели право. Не имели права, А правильно. вы этим и пользовались, да? Конечно. Ну, хоть Потом чем-то, да. потом я пошел учиться обратно же на портов в другой. У тебя 3 специальности портного? Я вообще не закончил. Я здесь стипендию получал, уходил, получал, уходил. Ну, вот, левый рукав от правого сможешь отличить? Конечно. Да нет. Просто получалось, что я просто их не заканчивал. Потому что они мне надоедали. Ты переходи к тому, когда ты основную Не, мы профессию щас, получил. Мы постепенно ко всему подходим. Да потому что он уже поскакал по всем училищам. Ну и дальше, Саша. С 18 Ну, там, училище. Потом я еще учился на официанта-бармена. ух ты, вот это было Да. тогда. Это какой Тогда год, было- не помнишь? 2001 или 2. А, ну начало нулевых, короче. Да. а? Ну это Уже. тогда хорошая профессия Да, считалась. и можно работать было очень замечательно. А ты не работал? Работал как? Коктейльчики делал там, Да, да? ну, коктейли я не делал, потом меня научили, в свое время тогда, да. Б-52 делал, Ну, ведь денежная работа была. да, было все хорошо. Там и А чаевые потом через год все. А что не остался барменом? Не знаю. Не понравилось? Пошел работать администратором, там встретил знакомого. Администратором чего? Парикмахерский, тогда экономов очень много было, помощником А. администратора. Там очень Заказы много- принимал? Ну да, там очень много, и вот тогда мальчик у нас Это сколько Который там- тебе лет было? 22, 22, 22 года, да. Тогда у нас мальчик, этот, как его, работал там, Женька. И мы, а потом я ушел обратно работать барменом. М. Я тебе говорю, вот так вот. Я искал себя. Я не мог понять, что я хочу в этой жизни. Барменом хорошо, да, Валентина Ивановна, как вы считаете? Ну хорошо, очень Нет, гуляли. ну, это вещь хорошая. Нет, вещь очень... Вот, и потом мы, это как его, Женька, мне нам сообщили, что умер Женька, где я работал. Мы приехали на 9 дней, это случилось после Нового года. И с меня взяли обещание, я пошел учиться на парикмахера. Это уже был 2004 А кто год. взял обещание? Инка. И почему?
Она просто хотела, чтобы я работал парикмахером. Она тебе Она рассказывала видела во мне- прелести этой Нет, она профессии? видела, наверное, во мне что-то. А ты хоть чуть-чуть умел там стричь или чего? Я Вообще пошел учиться. нулевой был, да? Да, я пошел учиться. Долго учился? Всю жизнь, Игорь. Я учился 21 год. Хороший вопрос. Вот Ответ, вернее. 21 год, всю жизнь. И можно сказать, ты сейчас еще учишься, да? Да, Все познается да, всю жизнь. в процессе. Профессия парикмахера – это учиться всю жизнь. И когда ты начал серьезно вот так работать уже? Это через 2 месяца. Я учился, мне просто Инка меня забрала, я помню. Говорит, иди хотя бы начинай потихоньку стричь, работать. Потому что это сидеть, ждать бабушек, дедушек, море погоды, которые придут, знаешь, они приходили, но это море погоды ждать. А как надо было завлекать клиентов? Ну, это не знаю, как они завлекали, это не наша проблема это не была. твоя проблема. Нет, конечно. Я платил за обучение деньги, все. Нет, когда закончил обучение и дальше. Не это все ходили в эконом парикмахерскую, что там. Стрижка стоила 50 рублей, 50-100 рублей. Да. Все а бежали. ты там не работал в экономе? Работал и начинал в эконом. Эконом. Эконом парикмахер, это самая лучшая школа. Эконом парикмахерская для парикмахеров, которые начинают. И я всегда всем буду говорить и буду всегда это говорить, что это самая лучшая школа. И долго ты там работал? Год. Потом я ушел работать в салон. На вольные 1,5 хлеба? года. Нет, 1,5 года. Потом я где-то еще работал. Ну, вот это время ты работал под кем-то, да, или Да, как? да. Потом я работал с 2000. Ты сейчас скажи в каком? Не в 4-м. Через 2-3. Или сейчас даже тяжело вспомнить. Я хоть тебя заставил мозгами пошевелить. В 5-м или 6-м году я пришел работать на парк культуры. Это парикмахерская. Уже на вольные хлеба? Нет, еще? нет, арендовать кресло, там у них такие правила были. Мы арендовали кресло, где бы я ни работал, везде. Ну и сейчас. Парикмахерская, да, парикмахерская эконом-класса, когда тогда начинали с аренды кресла. И тогда аренда кресла стоила 400-500 рублей. В месяц. Какой в месяц? В день? День. 400, 500. А сколько стрижки стоило? 50 рублей, без укладки. А 400 рублей на это 8 человек надо постричь. Просто чтобы отдать за кресло. Да. И еще себе что-то надо. Да. Да. А большая проходимость была? Да, огромная. Если огромная. Ну сколько? Там же не только успевали, там же еще и красило, и стриг, и красил. Сколько у тебя вот в день тогда было клиентов? Примерно так, плюс-минус. Самый большой был человек 20. Ну, 20. Это между красками и стрижками. 20 на 50 это 1000 рублей. 400. Там как краски еще были. Краски были по другим ценам. Еще и краски. Конечно. Это только стрижка 50 рублей стоила. Не, ну это понятно. А есть стрижка с укладкой, это тебе вот плюс-минус уже 400 рублей. Ты что там, Игорь? Там такие цены, а цена написана одна, делать что-то другое. Еще, если клиенту понравилось, она еще и доплатит тебе. Конечно, Обязательно. конечно. Я один раз- Обязательно. Подарочек, подарочек, да, Я презент. помню, да, первый раз в жизни, там, когда я работал, только начинал, через 3 недели, я помню, первый раз в жизни, это было летом, я только на чаевых заработал 2000 рублей. Это были чаевые у меня. Раньше люди оставляли чаевые. А сейчас? Сейчас Нет, меньше. сейчас, поверь, Оставляют, вообще оставляют. оставляют. Жизнь тяжелая пошла. Да, конечно, господи, в барах больше люди пропивают, на самом деле. Сейчас большинство. тебе пирогами тебе. Нет, вот. Раньше люди оставляли, да, чаевые, никогда не было таких проблем. Сейчас люди, даже на Новый год, там, чтобы тебе прийти, чего подарили. Представляю, на Новый год, наверное, очередь, да, укладки. Раньше, сделать. да. А сейчас нет? Нет, сейчас уже люди по-другому относятся. Нет, я имею в виду. Сейчас люди, большинство людей перестали любить себя. Почему так думаешь? Что ты имеешь в виду под этим? Ну, посмотри, полметро едешь, смотришь, одна крашены, как сами стали бытовыми красками, голова неухоженная, грязная,
в этот... А ты в метро, когда едешь, обращаешь на это внимание? Обращаю. Да. Вот Как в этот- профессионал, да? Слышь, вот в этот, даже я когда не был парикмахером стилистом, я на это обращал внимание. Всё равно, для да? для меня женщина, мужчина, неважно кто ты, должны быть аккуратно, чтобы от тебя не воняло потом, чтобы у тебя голова была чистая, чтобы ты была одета, чтобы ты вот приятно было стоять, а то бывает станет возле тебя, вот эта рука, Невозможно, невозможно. и просто бежать надо. Извините, в наше время 20... Много таких? Конечно, это Много, сейчас даже много. есть. Поверьте, 21 век. Да, 21 век. Уже четверть века даже прошло. Да, у нас чего только не придумано. Есть дезодоранты и такие, и брызгайся, и мажься, и что хочешь есть. Просто едешь утром, когда если жарко, еще летом, просто Невозможно. невозможно Невозможно. ехать. Если еще кондей не работает в метро, там, Ну, да? в метро работает, но все равно, Не вот всегда. как раз, В но вот автобусе. как раз кондей, когда в метро работает, этот весь запах, он его идет по всем вагонам. По кругу. Поэтому люди перестали себя любить, перестали за собой следить. Ну, представляешь, слушай, Саша, Не в деньгах дело, я человек села. стригся и Не, ну будет подожди, стричься. у некоторых, допустим, даже, может, на покушать еды Игорь. денег нет. Нет, а ты еще понимаешь, мы не на постригаться. таких, нет, Мы Игорь, не про это мы говорим, не на тоже- таких смотрим. Саш, согласись, стрижки тоже не 3 копейки стоят. И что? А что, они так часто все стригутся? Нет. Ну, раз в месяц точно. Да, конечно, нет. Нет? Женщины стригутся раз в 2,5-3 месяца. Да, если все стрижка. правильно. Все правильно. Валентина Ивановна, вы сколько раз стригаетесь? Ну, приблизительно. Какой я интервал? помню, Месяца. Полтора-два месяца. Полтора-два Один месяца. раз, полтора-два Да, месяца. полтора-два месяца, да. Когда я Это начал- 6 раз в году. 6 раз в году. И вот когда у меня Сашеньки не было, вот у меня Оля моя, как говорится, парикмахер, я к ней всегда ходила, она там, ну, по возможности, как она мне там делала, все нормально. И сколько вы денег платили? Ну, приблизительно 2000. Что значит приблизительно? Это Вы не стрижка. знаете, сколько платить? Нет, в зависимости. Стрижка, укладка и мытье головы – это одно. Укладка просто одна – это другое. Мытье и укладка – это третье. Зависит от того, по какому поводу я к ней прибегала. Все, Сань, Валентину Ивановну по повышенному тарифу прогнать. А я против России. Я Сашеньке сразу сказала. Чего сказали? Давайте на эту тему. А что я? Он меня подстриг, уложил, все сделал и сказал: Сашенька, чем я тебя обязан? А ты что думаешь? Я честно сказала. Не взял с вас денег? Нет. Сказал: вы что, Валентина Ивановна? Идите А я, отсюда. а я Я вас честно. пинками сейчас а пожру. я честно сказал, предложила. сейчас я вас За пинка- всякая работа, всякий труд Я оплачивается. говорю, сейчас И я пинками вас, идите отсюда. Во, Сразу Еще- убежала. Он я еще не на- убежала, Метро. ты меня фотографировал. еврей. Еще потренировался на вас, Валентина Ивановна. Нет, дорогие друзья, если вы думаете, мы это серьезно обсуждаем, конечно же, мы шутим, шутим. а то вы действительно подумаете прям. Да, мы шутим. Мы шутим. Я хочу сказать, что действительно, вот я тебе хотела сказать, ты говоришь, что люди должны любить себя. Люди должны Вот, себя да, любить, Я вот большинство. сижу в метро, да, сидит пара, он и она справа, а слева парень молодой, я между ними. От А этой как вы пары- между ними попали? Ну так ну, получилось. пять, сидит. пять же А, мест. пара, я думал- пять же мест. я думал, нет. молодая пара, а Нет, вы между нет, ними. Нет, и А, следующая. рядышком. И всё. Так, от этой пары, которая сидит у меня справа, от них перегаром не передохнуть. Вот настоящий перегар они перепили. А этот, который слева, вонь, он не мытый. И вот я думаю, так, выходить, не выходить, а у меня место сидячее. Думаю, ладно, стерплю. Нос вот так А вы закрыла. бы заняли место стоящее, Валентина Ивановна. Нет, я сидела в этот раз, потому что у меня больная Нет, нога. А, Я да. реально, сидела. И всё. ну, честно Это говоря, ужасно. Они что молодые, так кричите? они совершенно нормальные, а в таком состоянии. И парень молодой нормальный, и эти нормальные. То есть не хотят заниматься собой. Не Саша, хотят. Говорю, люди перестали себя любить, честно. Это правда. Вот ты- Я на это смотрю, я в ужасе. Ты как профессионал вот в метро, много людей, вот если взять 10 человек, допустим, примерно говорю, и сколько вот с неухоженной головой? Ну, 7. возьмем женщин. 8. 7. Женщин Ну, если возьмем. взять 10, 7. Мужиков Нет, у ну вас. это у вас. Вы не спорьте со мной, женщина. 8. Что же вы меня перебиваете? У вас 8, у меня 7. Потому Где-то что 7 человек, Где-то 7 неухоженная человек, голова. да. И возраст здесь вообще нет. возраст вообще не играет роли. Могут быть и молодые, и У неухоженные, молодых больше не ухоженных. Ага. Да. чем взрослые. Старшее поколение больше следит. Старшее поколение вот как-то следит за собой, как-то. А Вот, а большинство людей
Вот если брать процентов, как люди за собой кто следит, я вот беру 20% я даю, что люди за собой следят, моются, чистые всегда. 80% полмира, просто от людей воняет всегда. У тебя вот, молодежь бывает на стрижках? 20 Бывает, лет, но- там 25, Ну сейчас реже. Раньше было, но все были чистоплотные. да? Потому что знали, что я не любитель. А были вот такие, прям приходят, голова засаленная, И на вши засаленная? попадались? Да? Вши попадались? Ну, когда только начинал. Что, и когда вши эконом- были? Ну, Да. конечно. И Конечно. мы должны были... И что ты с ними делал? Отказывается обслуживать. Да подождите, дайте я... Валентина Ивановна, Ну, я была тоже, когда попадала, отказывала мастер и говорит, я вас обслуживать не буду. Поэтому я сказала, потому что вши, да? да. Мы не отказывались. А что ты делал для этого? Одевали вот так перчатки, специальные фартуки упаковывали, все стригли на нос. А, не бо... А, на вас. Ну, к этому клали пакет. А если она не против? А там только так и приходили. Это у меня был один раз в жизни. Не Больше боятся, что не на дать- тебя перепрыгнут? Нет. Ну ничего, под машинку постриглись, все. Кстати, возвращаясь вот в детском доме, вот этот педикулез был? Что такое? Ну, педикулез Вши. это вши, А, да, везде. А с лагеря мы привозили. да? Это нормально, это нормальное явление. Мазь. Ой, сейчас заговорили, меня прям все зачесалось. Все, сменим тему. Ну, значит так. Нет, люди были у нас, я говорю, у нас было такое, что мы должны были. Это сейчас мы можем отказать, сказать нет. А раньше не могли, да? Парикмахерская нет. Среди новости, да? Конечно, везде, почему Валентина говорит, и отказали там, да, везде, везде Москва большая, да, и везде начальство, где мы работаем, оно разное. Кстати- И тогда это было по-другому. Мне с детства всегда вот в парикмахерской народу много всегда было. Вот стригут волосы. Мне всегда вопрос интересовал, куда девают эти волосы? Выбрасывают специальный пакет, а потом выбрасывают в специальную урну. Как-то утилизировали. Да, и возят. А, Это договорено, Ну вот да, еще. кто сдает, да. Ну, Ну, просто- пакеты выносят, но это специально. Просто легенды ходили, эти волосы парикмахеры собирают, а потом из них парики делают. Нет, ты не сделаешь из них парики. Ну, я Вот помню я еще. постригу Валентину Ивановну и из него... Я помню еще в детстве вот, А, это было, да. Это вот эти сказки. Но парики нет, не пострижешь. Это даже никаким боком. Это просто люди, когда вот так косу отрезали, И отдавали их. и отдавали. И отдавали. Раньше отдавали, а сейчас продают. Я помню в 90-х годах просто на столбах объявления висели. Да. Купим эти. Живые волосы. Да. Куда вот их делали? На парики вот, да, Да, на покупали? парики, на переработку. На переработку на какую? Ну, переработку обрабатывают их на парики. А. Парики. И парики натуральных волос стоят дороже, чем искусственные. Ну, Да, они естественно. очень дорого стоят. Потому что когда видишь натуральный парик и искусственный, люди сразу Отличается, отличают. сразу в глаза бросается. да? Ну, вот на танцполе, на танцплощадке вот большинство же ходит, бывает, кто в париках. Видно? Конечно. 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 Так, ну что, Валентина Ивановна никак котлет не доест. Никакая, она большая. Не понравилось, видимо, вам. Мне понравилось, очень вкусно, я просто она большая. Нет, даже если мне понравилось, это вот вы за Саней повторили. Он заказал котлету, и вы тоже котлету. А я просто там не знала, чего взять. Винегрет я знала, и рис я знала. А это я просто пошла на поводу. Да. Не, ну она вкусная. Хорошая, абсолютно Не, нормальная. ну она правда вкусная. Легко вас на поводу заставить идти. Вы не Иногда, надо. и Ну, когда-то иногда. надо было Иногда. к ноге прижать. Иногда. Чего? Сказала еще чего, боже мой. Сказал и сделал. А что ты сказал, я не услышал. К ноге прижать. Вот так, Валентина Ивановна. Не родился еще тот, которому это удалось бы. Вот Саня сейчас пристегнет, Валентина Ивановна. Чего, на чем мы закончили? Работаешь парикмахером. Не, ну мы уже вот его профессию обсудили, все рассказал нам Ну Саня. так я всё. тебе говорю, всякие парикмахера это... Есть кто учится всю жизнь. А ведь А есть кто, которые вот работают просто, пашут А, и вообще даже не знают, какие новые тренды, ничего. А ты, кстати, следишь, вот какие новые прически, там какая мода. Конечно. В тренде всегда? Да.
Как нет? Ну, все практически возвращается на свои А вот ряд. всё Бывает, старое. вот приходит к тебе женщина, показывает телефон, там, допустим, фотография Мадонны. Хочу вот такую прическу. Мадонна, певицу я Но имею она в же виду. уложена там постоянно. Ну, Я говорю, ну вы сначала так уложитесь, а потом приходите, покажем стрижку. Бывает Я бывает такие? прикалываю, бывает. Показывают? Бывает приносит там это, вот хочу вот эту стрижку. Смотришь на нее и смотришь на ее волос. И говоришь, вы так укладывать будете? Не, мне надо так, чтобы я не укладывала. Я говорю, а чего вы не приносите картинку? Чего вы не принесли картинку? Ну, таких часто Как, такие Ну приходят. сейчас нет, а раньше вообще пипец. Показывают картинку, да, вот знаменитости какой-то там звезды. Вот хочу такую Да, прическу. помню, да. помню это, как его, принесли картинку эту. Сложно это сделать? Ну, конечно, потому что они обработаны. Они же не сделаны вот как в натуральной, ты сам Ну это да. видишь. Они там большинство или приносят там, вот покрась меня вот в этот цвет. Но люди не понимают своей головой, что большинство всего этого это сделано компьютером. Что такой цвет добиться, это дай бог зависит от... Надо подобрать. От Это как машину покрасить в цвет. Тоже Это ведь все там. зависит от волоса. Все зависит от волоса. И люди, бывает, приносят, я говорю, такие вещи, и ты смотришь, это... Ну сейчас таких меньше или... Ну, я таких вообще большинство отвергаюсь, я не делаю по их запросам, поэтому... Какие фотографии показывают звезд? Не делаю по запросам. Нет, я не имею в виду не цвет, Саш. Я имею в виду Стрижки не стрижку, делаю по форму. Я просто понимаю, что это за стрижка, и по запросам ихним, по запросам клиентам, которые они приносят фотку, я по таким фоткам не делаю никакие стрижки. Почему? Не можешь или не хочешь? Ну, потому что это тот же каскад, который просто уложен по-другому, или то же каре, которое уложено по-другому, либо тот же А сессор. что тебе мешает? Сделайте так же уложить. А зачем? Но она же хочет ходить укладываться, чтобы ее утром проснулась, посушила и пошла. Понимаешь? Ты, Игорь, это да. политика людей. Ну, Я вот хочу, чтобы я утром проснулась, посушила свою Этого голову, не уложила будет. и пошла. Этого не Но будет. такого не бывает. И вот ты начинаешь людям это объяснять. Поэтому мне когда приносят картинку, я говорю, можете ее уносить. вместе с собой, да? Потому что люди не понимают. Бывает, придет три волоса там, тонкие волосы, большинство людей, как называют, три волосинки, но я просто, это тонкие волосы, но его много. И приносят там, показывают вот это, сделайте мне вот такую стрижку, Гриву, пожалуйста. гриву. Я говорю, ну я точно не могу сделать. Это знаешь, как перефразируя твою парикмахерскую деятельность, какая для косметического хирурга самая лучшая женщина, знаешь? Которая мало кровоточит. А у тебя вот какая самая лучшая женщина для парикмахера? Которая меньше мозги выносит. И с густыми хорошими волосами. Нет, я про волосы, не про А мозги. волосы мне вообще без разницы. Если я Без умею разницы, да? стричь, любой волос можно постричь и уложить, и сделать волос постричь так, что он будет Ну, безукладный. подожди, к тебе же приходит, вот, Саша, сделай мне вот здесь чуть побольше, здесь чуть Ну, поменьше. делаю. А есть такие, какие просто приходят, постричи меня и все? Да, Такие тоже есть? да. Я стригу. Каких больше, довольных на выходе или недовольных? Ну, недовольных меньше. Ой, недовольных меньше. А есть? Есть, конечно. Конечно. Таких людей, господи, есть, которые придут к тебе с плохим настроением, вынесут весь мозг, вынесут все нервы. Ой, Игорь, таких, знаешь, сколько Ты как людей бывает? психолог должен под всех подстроиться, да? А ты подстраиваешься, но только есть обстоятельства, что бывает твои нервы не выдерживают. И что ты делаешь в этот момент? Ничего. Стиснув зубы, продолжает работать. Ну это сейчас ничего, когда я продолжаю работать. А раньше я мог снять пеньюар, сказать. Свободно, да? Не, и сейчас могу то же самое. Не, ну Было- подожди, а как был на- один такой случай. как на полпути? Да, мне это не касается уже. Половина там левую сторону, допустим, постриг, а правую еще нет. Но меня это не касается. Есть мастера, кто рядом достригут. Меня это не А касается. если напишет на тебя в этот Да пусть пишет союз туда. потребителей, как он там называется? Игорь, да пусть, Роспотребнадзор. да Да. пусть пишет куда хотят. Ну, это-
Но это обычно не делается, и чаще всего весь конфликт гасится полюбовно, В процессе, да? в процессе. Но да. большинство людей таких стало Да. реже ходить. Да. Есть, но большинство таких людей ходят, знаешь, куда? В социальную дорогие- парикмахерскую. Нет, ты чё? Когда хером социальная парикмахерская, ты чё? Дорогие салоны. Дорогие салоны. А что, чем отличается дорогой салон от недорогого? Также Ой, постригут. я могу тебе объяснить. Объясните. Я, например, была в чародейке на Арбатиново. Ну, это еще в советские времена. Да, просто мне захотелось получить что-то необычное. И я не считала с деньгами, сколько мне это будет стоить. Я записалась, подошла моя очередь. Долго ждали? Да, долго, ну, приблизительно там дня 3 я ждала, приехала. Мне дали молодого человека. Я ему сказала, посмотрите на меня. Мгм. А волосы у меня еще были, это было несколько лет назад, еще гуще и выше. И говорю, вы знаете, сделайте мне необычную вечернюю прическу. У меня вечером прием. Хорошо. И я полностью отдала человека себя. А вы за процессом следили в зеркало или, Да, или я вы не видели нет, себя? я смотрела, что он делал, я ни слова не говорила. Вот, например, там я Сашеньке говорю, Сашунь, а вот здесь, пожалуйста, подними, пожалуйста. Не, ну А вот в этот раз, когда Игоря не было, вы и слова не говорили. Нет, а потом, нет, я тебе вот здесь сказала. Ну, это вообще- И, да, и все, я сказала, Саша, вот здесь не хватает. Там Нет, я сидела, там просто вы нет, я стороне. сидела, молчала. Вот сюда просто положите, все, мы расческу Да, да, положили, да, и там, всё. потому что Чуть-чуть сделали, и там всё. тебя не было, она вела себя скромно и мирно. Ну и Так. что в идеале было в этом? В идеале. Как, в Поработала, идеале, да? нет, в идеале. Он мне там наворотил на голове такое, совершенно не мой стиль, не мое лицо. Надо еще исходить из лица, что к нему пойдет или нет. Он закончил, все залачил мне. Я так посмотрела на него. Я говорю, Дайте мне книгу жалоб, да? нет. Я сказала, и такого не пошло. Я сказала, так, как вы считаете, у вас все получилось? Мне кажется, миленько. Миленько. Да, миленько. Я говорю, вы уверены? Да, я говорю, хорошо, счет. Он счет, я пошла, все оплатила. Сумма была большая, Большая сумма? уже не большая. Не помните сумма. примерно сколько? Не помню сколько, но это не важно. Я... Не, в нашем деле все важно. Не, я понимаю, но здесь было не важно. Я в этой же парикмахерской, со своей расческой, на виду абсолютно всех. То, что он мне наворотил, я расчесываю, раздираю, так что лаком там было достаточно. А лак был сильный тогда. Тогда был, да. Мое счастье не совсем был сильный, не железный. Сэкономил на Нет, лаке. не то, что другой, там хороший лак был. Я сумела из того, что он сделал, Мгм. подхожу, говорю, а теперь посмотрите на меня. Я говорю, Он «Вам- тоже вам сказал, миленько. Да, да. Я говорю, Миленько. нет, нет. Я говорю, и вам не стыдно? Я пришла в чародейку для того, чтобы вы мне что-то сделали, подходящее к моему образу. А что вы сделали? Я же вам не могу сказать, шапокляк или крокодил Ген или что-то в таком духе. Я говорю, вы видите, это я своими руками из вашей самодеятельности, а мастера все стоят, там мастера все. А он вас стриг или только укладку Нет, сделал? укладывал. А, Мы то есть, укладывали, не свечки не стриг. было. Нет, ручки поджали, смотрят, какую я ему выручку даю. Понимаете? Я говорю, вы понимаете, ведь не это страшно. Страшно то, что вы не улавливаете, что от вас клиент хочет. Вы решили, не посмотрев ни на возраст, ни на лицо, Вам ни сколько на... лет? А? У меня тогда сороковника не было. Ну, извините, он мог сказать, я художник, я так вижу. А, прекрасно, Ребят, прекрасно, просто прекрасно. Валентине Ивановне повезло, Что? Что ее не Что? послали, да? В чем? Да? потому что в те времена этого нельзя было делать. Да? В те времена просто нельзя было делать. А поверьте, если Валентина Ивановна пришла бы в 40 лет и заплатила бы, и потом взяла бы расческу, расчесала, сказала бы, видите, вот это мне не понравилось, там другой бы ответ был бы. Какой? Да откуда я знаю, я не могу же... А, ну вот и все. Нет, я поэтому хочу сказать то, что вот я, например, всегда вспоминаю своего У богатых Аркашу. свои причуды. Слушай, Аркашу вспоминаю на Тверской, которая находится в самом начале Тверской. У меня Аркаша был приблизительно лет 15. Это был чудный мастер. И когда мне взбрыкнулось, и я захотела из своих русых волос сделать блондинку, он сказал, задушите меня, зарежьте меня, чтобы я тебя красил, обесцветил в такую, ни за что. А мне было ровно 30.
ровно 30. Ну, захотела я блондинку, вот умираю хочу. Я и Аркаша, и так, и сяк. Но это первая парикмахерская на Тверской, и все. Он был сказал, Бери, Саш, бери. и он сказал, да, черт с тобой, садись. Он меня выкрасил. Я такая вся счастливая, блондинка белоснежная, а грива у меня еще была в 10 раз больше. Вышла. Это хорошо. Какая-то ко мне через неделю придешь. Он был прав. Он был прав. Все. Кстати, Валентина Ивановна, слово «идеал» у нас здесь прозвучало. Помните, мы с вами торт «Идеал» все Да, хотели? хотим. Написали в комментариях, что на Белорусской, на Ленинградском проспекте, дом 15, Да. уже несколько лет нету этого магазина, где вы покупали. Фабрика досталась. Фабрику, говорят, перевели во Владимирскую область. Куда? Во Владимирскую область. О, Ну, так говорят, я не знаю точно, надо Ты знаешь, по интернету пробить. Игорек, я ради прогулки просто свежу посмотрю, просто посмотрю. Может быть, такое может и быть. Прозондирую почту. Да, Ну, хотели. написал кто-то, говорит, уже несколько лет там нет этого Может магазина, быть, нету, правда. чтобы вы, говорит, лишний раз туда не мотались. Чтобы не болтались напрасно, правильно? Ну да. Поэтому все. Да. Все обсудили. Санину биографию Да. проштудировали. Я думаю, вы будете довольны. Да. Как? Да. Да. Не, ну я еще и как музыкой занимался, я даже Ну вокалом, да, на да. кастинги ходил, что куда только не ездил, ты чё. Ну, Моя ты- мечта была стать артистом. Ну, еще сначала. освети эту часть своей биографии. О, ты чё? Артистом А мечта музыкой была? какой занимался? Вокалом, Вокалом. танцевал, пел, но я больше всего вокалом занимался в свое время. Песни пел? Да, сейчас не пою, не, уже все. А что Уже случилось? всё, да. А что случилось? Ну, я уже очень много лет не пою. Ой, ой, А что за ой. репертуар у тебя был? Классика, поп, рок? Ой, любой, я что Рок. сказал. Нет, терпеть не могу рок. Я Ой. люблю такое. Попса? Мелодичное, попсу, Народные? Да, народное, да. И на кастинги ходил? Да. А куда? Где были? Ну, В где клубах были там? Там, где в клубе Б-52 было, потом в 16 он был, помню, кастинг. Не, ну я думаю, 16 тонн был? ну это на 905 Ну года. да, я в этом На ресторане 905. сидел, И кушал. я там была. Ну, вы везде, где я понял. Естественно, родственные души. Да. Вот, потом что, это как его... Ну их много было по Москве. Ну, 16 тонн немножко... Да там просто кастинги были, Вот, снимали, вот. туда вся молодежь да, шла. Да, да. Там, Даже понимаешь, помню, слишком хотел попасть на длинно. фабрику звезд первую, на которую... И что тебе помешало? А я даже не помню, что мне помешало тогда. Я и Ты не на пошел. кастинге ходил? Не пошел я на кастинг. Я не помню, что мне тогда помешало, но значит так судьбой, но я как-то не жалею. У нас Александр артистичная душа. Но человек, который работает в сфере парикмахерского искусства, парикмахер, Он стилист, должен быть... он должен быть артистом. Это в первую очередь творчество, оно должно быть в человеке. Если нет А творчества... иначе ремесленник. Да, ну вот, за меня ответила мой адвокат, нынешний, Бесплатный. бесплатный зато, да. Поэтому человек, искусство – это творчество. Только так. Может, когда-то какой-то продюсер заметит меня и скажет, давайте споем с вами. Поэтому мы с тобой очень мило ругаемся, но никогда не ссоримся. Конечно, нет. Мам, это будет дорого стоить. Очень. Вот так. Не, поэтому и говорю. Много чего есть, это всю жизнь не расскажешь. Да? Это все впереди. Да. Жизнь-то длинная Ну, и еще. вашу жизнь лучше всю до конца еще послушаем. Там еще вот так вот. Ну что, дорогие друзья, будем потихонечку, наверное, закругляться. Нет, вы еще селедку не съели с винегретом, будете Ну, есть. я сказал, потихонечку будем Вот, закругляться. и все, да. Так вот, давайте, налетайте. Ну, Мы же ее будем не в камеру доедать. Можно и в камеру. И в камеру можно есть. Красиво. Можно и некрасиво, да. Да. Еще как? Че, она очень красивая, чего? Ой, съешьте, а то вы, мне кажется, вы вообще не Я едите. ее с удовольствием ела. Я вам всю селедку съел. Так ты отсюда вычерпывайся. Где-то. Потом баба Юльска, не знаю, кто. Все, аут. Была последняя.
Нет, Саня нашел еще. А, вот еще на боку. Да не хочу я больше что. Одна и хватит. Вроде мы должны были удовлетворить ваше любопытство. Вот многие писали про Александра. Прям шквал был, одно время шквал вопросов, где Александр, почему нету его. Работаю. пропал, Нет, да, чё? работаю. Бывает, Работаю. бывает не могу выбраться, работаю. Вот в чем Ну, суть. я еще Я не бездельничаю, работаю. повторю, я еще так пошутил, говорю, он в соседней комнате торт доедает. Да, к сожалению. А где торт в соседней комнате? Мы торт не покупали. Мы в этот раз покупали с ним пирожные. Кстати, все рекомендовали, Валентина Ивановна, я вам говорил, надо было торт Москва взять нам. Да? Да. Что, А мы хороший? эклеры с вами Мы его не взяли, ну Не и что? взяли. Вы на цену Я посмотрели. отказалась, да. Да, И надо что? было, говорит, зря не взяли, очень будет вкусный торт. Господи, еще не вечер? В следующий раз обязательно Конечно. возьмем. Что, сколько дней у нас будет? Да. Сколько еще жизни у нас? Лёг. Особенно у меня, конечно. Да, у вас еще 20 лет. Минимум. Ладно вам, издеваться-то. Не, а никто не издевается, Валентина Ивановна. Эх, ребята, хорошо, конечно, хорошо и вовремя. Вот смотрите, вот сейчас какие технологии, да, Валентина Ивановна, и вот во времена вашей молодости, вот я про себя-то говорю, если вот во времена моей молодости были бы такие технологии, как сейчас, да, вот вообще было бы просто, а что у нас было? Тоже да, практически ничего. Да, ваше А тоже, сейчас сколько... ваше тоже все- поколение шло да. немножко не так. Сколько Наше сейчас? скверно шло, ваше тоже не так шло. Молодежь вот сейчас пошла сначала вроде ничего, но в связи с 23-м Зато, Валентина годом... Ивановна, у нас не было Макдональдсов, у нас не было чипсов, мы ели натуральные продукты, и у нас желудки целые. А сейчас посмотрите, молодежь. Чипсы, Макдональдс, А и чё пьют? И чё вкусная пьют? точка, И чё энергетики, вот эту всю ерунду. А чего вы курите? Да. Ты чего куришь? Ну Саш, скажи. ты куришь? Курит. Нет, Не, он эти А, вот вон у него такая, какие-то водяные какая-то сигареты. фиговина у него такая. но не важно, все. Это как это называется, такая фиговина? Фиговина. натуральные сигареты Нет. Нет, он не нет. куришь, да? Классические. Ну и правильно делаешь. Так что вот так. Ну, все. Тогда мы будем заканчивать и подосвиданькаемся уже на улице. Конечно. На свежем воздухе. Пока не съедите, я вас не отпущу. Руку подай. Руку, пожалуйста, девушка. Поднимаем. Так, ну вот, выходим мы из Муму. Здесь будем заходить? Ну а что, да. Да. Все, вот у нас метро здесь рядышком. Ну и будем до свиданькаться. Да. Я надеюсь, вам понравилась Сашина история. Ставьте лайк, Ставьте лайки, подписывайтесь пишите на канал. добрые комментарии. Да. Валентина Ивановна, вам биография Александра понравилась? Очень понравилась, но она грустная. Мне его очень жаль, я тебя... Кого? Жаль в чем? Что такая грустная сложилась биография. История. Нет, но меня жалеть не надо. Нет, я просто грустная история, биография. история хорошая, да. всё. Меня жалеть не надо. Ну, Я на- не люблю, когда меня жалеют. Да мы На- тебя и не жалеем, мы просто сочувствуем. Все, женщины, не спорьте с мужчиной. Ой. Это не культурно. Ой, ой. на этом все, будем заканчивать. Всего вам хорошего и Хорошего до новых вечера, встреч. до новых Пишите, встреч. понравилась вам такая Мини-история. мини-история, да. Если потребуете продолжения, ну, мы можем с Александром биографию, так сказать, расширить. Да. Проехаться по местам, где он... Ему приятно и по воспоминаниям. Да. Ну, все. Все, До свидания. до свидания.